Есть артефакты, которые хранили молчание веками, не потому что их не изучали, их изучали. Лучшие криптографы мира, академики, математики, дешифровщики военного времени. Просто у этих рукописей не было слабых мест. 5 артефактов, 5 шифров, которые столетиями считались нечитаемыми. Над каждым висело одно и то же клеймо – необъяснимо, непознаваемо, сверхъестественно. А потом пришел алгоритм, и за несколько недель сделал то, что люди не могли сделать за столетия. Сегодня мы разберем каждый из этих взломов. Без пришельцев, без магии, только математика, нейросети и наука, которая оказалась страшнее любой конспирологии. Есть один миф, который, гуляя по интернету уже много лет, что некоторые тексты нечитаемы принципиально, что за ними скрываются потусторонние силы, утраченные цивилизации, знания, недоступные человеческому разуму. Это неправда. За каждым шифром в истории стоит человек, живой, умный, параноидальный человек, который очень не хотел, чтобы его прочитали. Каждый из них проиграл. 1730-е годы. Германия. Небольшой город Вольфенбютель. Кто-то бережно переплетает рукопись в золотистый том. 105 страниц. Около 75 тысяч символов. На страницах хаотичная смесь греческих букв, абстрактных геометрических фигур и латиницы. Эту рукопись не могут прочитать 260 лет. В 70-е годы прошлого века ее изучала Академия наук ГДР, команда специалистов. Безуспешно. Уровень энтропии символов настолько аномален, что классический частотный анализ попросту не работает. В 2011 году за рукопись берется профессор Кевин Найт из Университета Южной Калифорнии. Найт – мировой эксперт в области статистического машинного перевода. И он делает радикальный ход. Он не рассматривает копиали как шифр. Он говорит алгоритму: «Перед тобой текст на неизвестном иностранном языке. Переведи его». Алгоритм называется максимизация ожидания или EM-алгоритм. Он начинает сравнивать частотность символьных последовательностей в рукописи со статистическими профилями 80 языков мира, строит тепловые карты частотности символов, и карты указывают однозначно: базовый язык – немецкий. Дальше начинается охота на структуру. Шифр копиали оказывается гомофоническим. Это значит, один символ открытого текста кодируется сразу несколькими разными графическими знаками. Например, немецкую букву «Е» в рукописи обозначают 7 совершенно разных символов. Задача алгоритма – сгруппировать их по поведению в тексте, невзирая на внешние различия. И вот тут происходит главное. Когда человек смотрит на страницу копиали, взгляд инстинктивно цепляется за знакомые буквы А, Б, С. Латиница без всяких украшений. Мозг начинает искать в них смысл. Это не ошибка, это природа человеческого восприятия. Алгоритм лишен этого когнитивного искажения. И он видит то, что человек пропускал 260 лет подряд. Знакомые латинские буквы без диакритики – это пустышки. Они не несут никакой информации. Они стоят в тексте только для того, чтобы обозначать пробелы между словами. И для одной единственной цели – сбить с толку любого, кто попытается прочитать рукопись. Реальный шифр прятался в абстрактных знаках. После взлома команда Найта читает первые 16 страниц и обнаруживает там не карту сокровищ, не откровение Ордена Иллюминатов. Там детальный пошаговый устав тайного общества. Общество называлось «Высокопросвещенные оккулисты из Вольфенбютеля», парамасонская ложа одержимых глазных врачей, которые использовали зрение как метафору истинного просвещения. Вероятнее всего, они скрывались под видом медицинского ордена после того, как папа Климент XII запретил масонство по всей Европе. Устав описывал ритуал инициации до мельчайших деталей. Кандидата с завязанными глазами вводили в комнату, вручали чистый лист бумаги, просили прочитать написанное. Когда тот беспомощно признавался, что ничего не видит, надевали специальные очки, промывали глаза влажной тканью. Финал – символическая хирургическая операция. Из брови кандидата ритуально выщипывали ровно один волосок. 260 лет это лежало в золотистом томе. Алгоритм вскрыл это за несколько недель процессорного времени. 16 век. Англия.
Джон Ди – величайший математик и астроном своего времени, доверенный советник королевы Елизаветы I. И у него есть рукопись, он называет ее книгой, которая убивает. По легенде, прочитавший ее умирал в течение года. На 200 страницах тексты об ангелах, демонах и астрологические расчеты. Но в самом конце 18 страниц, которые сводят его с ума. 36 таблиц. Каждая 36 на 36 ячеек. Внутри почти 45 тысяч букв латинского алфавита, выглядящих как чистый хаос. Ди годами пытается расшифровать их. Проводит ежедневные спиритические сеансы со своим медиумом Эдвардом Келли. Умоляет ангела Уриила раскрыть тайну. Ангел молчит. Рукопись считается утерянной почти 400 лет. В 1994 году историк Дебора Харкнесс обнаруживает сразу две ее копии. Одну в Бодleiанской библиотеке Оксфорда, вторую в Британской библиотеке. За загадку берется математик и криптограф Джим Ридс. Он публикует выводы в 1998 году и доказывает нечто совершенно невероятное. 45 тысяч букв в таблицах – не хаос. Они сгенерированы по строгой детерминированной математической формуле. Это средневековый алгоритм. Ридс устанавливает: таблицы строятся на модульной арифметике по основанию 23. Именно 23 – классический латинский алфавит без букв J, U и W. Каждая ячейка вычисляется на основе двух соседей – буквы над ней и буквы слева от нее. Для каждой из 23 букв существует своя константа математического сдвига, специальная таблица, которую создатель составил заранее. Чтобы запустить все это, нужно семя – короткое слово из 6 букв. Для первой таблицы семенем служило слово «Нисрам» – кодовое обозначение созвездия Овна. Слово записывалось вертикально, затем в обратном порядке и так, пока не заполнялись все 36 строк первого столбца. Дальше в дело вступала формула. Вдумайтесь в масштаб. Человек в XVI веке должен был провести более 45 тысяч операций сложения и вычисления остатка в уме, без единой ошибки. Малейший просчет в одной ячейке каскадно разрушал всю оставшуюся матрицу. Ридс предположил, для этого существовало механическое устройство. 2 концентрических деревянных диска на одной оси. Внешний – с 23 буквами по периметру, внутренний – с сеткой стрелок-указателей. Совмести нужные буквы, проследи взглядом по стрелке, получи искомую букву. Аналоговый компьютер XVI века. Джон Ди искал в таблицах откровения ангелов. На самом деле он держал в руках математический фрактал, алгебраическую дисциплину невероятной точности. Ангел Уриил тут был ни при чем. 1838 год. Венгрия. В библиотеке графа Густава Батьяни обнаруживают кодекс, 448 страниц, 800 уникальных символов. Текст идет справа налево, 87 иллюстраций, библейские сцены, батальные рисунки, загадочные фигуры. И наука немедленно заходит в тупик. 800 символов – это слишком много для любого известного алфавита. Обычный алфавит – 20-40 знаков, слоговое письмо – 80-100. 800 – это что-то принципиально иное. Почти 2 столетия наука делится на 3 враждующих лагеря. Первый говорит – это мистификация. Главный подозреваемый – трансильванский антиквар Самуэль Литерати Немиш. Печально известный фальсификатор, массово продававший древние документы богатым коллекционерам. Венгерские ученые официально считают кодекс бессмысленным визуальным шумом. Второй говорит – это искусственный язык. Философский конланг, созданный для международной коммуникации ученых. Историк Бенедек Ланг указывает, в тексте полностью отсутствует флективная морфология, то есть склонение и спряжение, без которых не обходится ни один живой язык Европы. Третий говорит, это сверхсложный шифр на уровне целых слов. Все 3 лагеря спорят, почти 200 лет. В 2018 году венгерские исследователи Габор Такаи и Левенти Золтан-Керай публикуют результаты в журнале «Криптология». Керай запускает машинный анализ структуры текста. Алгоритмы сканируют кодекс и выявляют границы повторяющихся последовательностей глифов.
То, что визуально выглядело как непрерывный хаос, разбивается на строгие синтаксические единицы. Появляются скрытые точки, скрытые запятые. Главная гипотеза – перед ними вообще не шифр букв. Один глиф или лигатура означает целое слово или целую фразу. Именно поэтому 800 символов. Именно поэтому никакой флексии. Но как это доказать? Такаи смотрит на иллюстрации. Алгоритм кластеризации выделяет числовые блоки, которые регулярно повторяются рядом с конкретными рисунками. Два числа встречаются особенно часто. 5166 рядом со сценой Рождества. 5199 рядом со сценой распятия. Такаи понимает, это не случайные числа, это даты. Кодекс использует систему летоисчисления Анно Мунди от сотворения мира. 5166 – год рождения Христа. 5199 – год его смерти. Разница 33 года. Все сходится. Это открытие запускает цепную реакцию. Такаи идентифицирует глиф со значением рождения рядом со сценой поклонения волхвам. Потом еще один и еще. К концу работы взломано более 400 лексических кодов. Имена, существительные, глаголы, предлоги. Алгоритмы обнаруживают в тексте точные структурные совпадения с молитвой «Отче наш», с молитвами Деве Марии, с описанием Тайной Вечери. Кодекс Рахонцы – не мистификация торговца, это реальный религиозный апокрифический текст. Написанный сложнейшей системой лексического кодирования, где каждый символ означает целое слово. 200 лет 3 лагеря ученых спорили о его природе. Алгоритм нашел ответ в числах рядом с рисунками. — 1587 год. Мария Стюарт, королева Шотландии, обезглавлена по приказу английской короны. Ее письма из заточения исчезают. Почти 400 лет спустя они обнаруживаются в Национальной библиотеке Франции. Пылятся в оцифрованном архиве, ошибочно каталогизированные как итальянские документы 1520-х годов. 57 писем, более 150 тысяч символов. Написаны в период с 1578 по 1584 год. В 2023 году их взламывает команда из 3 человек. Израильский программист Джордж Ласри, немецкий музыковед Норберт Бирман, японский физик Сатоши Тамакиё. 3 людей из абсолютно разных областей науки и один очень сложный шифр. Мария Стюарт использовала номенклатор. Это не просто шифр замены букв. Это гибридная система. Гомофоническая подстановка для частых символов плюс отдельные уникальные знаки для целых слов, имен, географических названий. Более 200 уникальных графических символов плюс знаки-стиратели, полностью отменяющие значение предыдущего символа. Ласри применяет алгоритм восхождения на холм – Hill Climbing Algorithm. Логика проста и беспощадна. Алгоритм генерирует случайный ключ, пробует расшифровать текст, измеряет, насколько результат похож на статистическую модель старофранцузского языка, вносит микроскопическую мутацию, сравнивает. Если стало лучше – фиксирует, если хуже – отбрасывает. Миллионы итераций в секунду, и матрица случайного шума начинает слипаться в слова. Ж, ву, ляст, я, вы, в спешке. А потом кристаллизуется имя – Уолсингем. Сэр Фрэнсис Уолсингем – безжалостный начальник разведки королевы Елизаветы I, личный враг Марии Стюарт. Это имя становится стопроцентным доказательством – письма ее. Но самая поразительная деталь исследования – не содержание писем, а ошибки. Ласри обнаруживает так называемые кросс-шифровальные ошибки. У Марии Стюарт было несколько разных шифров для разных союзников. Отдельный ключ для французского посла, отдельный для архиепископа Глазго. Ее секретари работали глубокой ночью, в условиях стресса, страха, острого недосыпания. И в какой-то момент уставший человек, заучивший наизусть символы сразу нескольких шифровальных таблиц, начинал бессознательно брать знак из неверной таблицы. Алгоритм математически каталогизировал каждую такую ошибку. На страницах оригинальных писем видны агрессивные зачеркивания, правильный символ поверх ошибочного. Искусственный интеллект сумел измерить уровень психоэмоционального напряжения людей XVI века.
За безупречной математикой шифров всегда стоит хрупкий человеческий фактор. И вот мы добрались до последнего, до абсолютного святого грааля мировой криптографии. Радиоуглеродный анализ датирует пергамент началом 15 века, Северная Италия. Около 25 базовых символов, абсолютно неизвестных науке. Анатомически невозможные растения, астрономические диаграммы, не совпадающие ни с одной известной системой. Рукопись не поддается расшифровке со времен криптографических отделов американской разведки 50-х годов. В 2016 году профессор Грег Кондрак из Университета Альберты применяет к манускрипту инструменты обработки естественного языка, обучает нейронную сеть на текстах Всеобщей декларации прав человека, переведенные на 380 языков мира. Результат – иврит. С высокой статистической уверенностью. Кондрак заявляет, слова в манускрипте записаны анаграммами, буквы переставлены в строгом алфавитном порядке. После деанаграммирования более 80% слов находятся в словарях средневекового иврита. Первая фраза манускрипта переводится как «Она дала рекомендации священнику, хозяину дома, мне и людям». Мировые медиа взрываются. А потом приходит академическое сообщество. Профессор Шломо Аргамон из Иллинойского технологического института объясняет проблему. Иврит – консонантное письмо. Гласные в нем не обозначаются. Если взять абсолютно случайный набор символов, предположить, что все они согласные, позволить алгоритму переставлять их местами и произвольно вставлять гласные, вероятность случайного образования лексически валидных слов приближается к 100%. Это не взлом, это математическая иллюзия. Вторая проблема – Google Translate. Система спроектирована так, чтобы всегда выдавать связный результат, даже из полного лингвистического мусора. Если скормить ей случайный набор слов, она построит грамматически верное предложение. Это называется алгоритмическая апофения. Способность нейросети видеть осмысленные паттерны там, где их нет. Тепловые карты частотности Войнича показывают, распределение символов не соответствует ни одному известному человеческому языку. Аномальная повторяемость одних и тех же слогов грубо нарушает базовые параметры энтропии Шеннона. Манускрипт Войнича до сих пор не взломан. И это не провал науки, это ее честность. 4 артефакта из 5 вскрыты алгоритмами. Вскрыты потому, что за ними стоял человеческий язык, а значит математические закономерности, которые можно обнаружить. Войнич другой. Либо эта система шифрования настолько сложная, что современные нейросети не могут найти точку входа, либо это блестящая мистификация, намеренно созданная так, чтобы казаться осмысленной и не быть ею. И вот главный вопрос. Если нейросеть галлюцинирует, видит иврит там, где его нет, что это говорит нам о самом искусственном интеллекте, о природе языка, о границе между паттерном и смыслом? Войнич не дает ответа, но именно поэтому он важнее всех остальных. 5 артефактов. 4 взломаны математикой, алгоритмами и людьми, которые отказались верить в мистику. 1 держится. Эпоха нечитаемых рукописей закончилась не потому, что наука стала всесильной. Она закончилась потому, что наука наконец перестала бояться сложности. За каждым шифром оказался человек. С его паранойей, его математикой, его усталостью и его ошибками посреди ночи. Алгоритм не романтизирует это, он просто считает. И именно поэтому побеждает.